Всем привет! Очередной перезалив ролика такого персонажа, как Джилл Валентайн из вселенной Resident Evil в более лучшем качестве и с дополненной информацией. Говорит Найлс Крайг. Погнали! Deal with it yourself! The fucking hit! You want stars? I'll give you stars. Hey, it's up to us to take out Umbrella. Имя Джилл предложил японский геймдизайнер Хидеки Камия, а фамилия Валентайн была взята от тренера по бейсболу Японии в те времена. По происхождению Джилл является метисом. Отец у нее был французом, а мать же японских кровей. На момент события первой части Джилл является единственной представительницей прекрасного пола в отряде Старс в подразделении Альфа. Довольно-таки открытая девушка, которая не скрывает и не сдерживает своих чувств. В критической ситуации старается в краткие сроки принять решение и определить план действий наперед. Немногие солдаты оказываются на одном уровне с Джилл по боевой активности. При этом она старается никогда не показывать свою слабость. Вдобавок, у нее очень хорошо развито чувство справедливости. Была принята в Старс благодаря хорошо развитым боевым навыкам. Ранее она состояла в специальном подразделении армии США в программе подготовки отряда Дельта, где получила высокие оценки в разминировании взрывных устройств и стала специалистом в этой теме до такой степени, что может за считанные минуты обезвредить даже самые тяжелые взрывчатые вещества. Отряд Дельта находился под оперативным контролем Объединенного командования специальных операций. Им поручали специализированные миссии, такие как спасение заложников и борьба с терроризмом, а также прямые действия и разведка по особым целям. Несмотря на то, что женщин не набирали в этот отряд, Джилл дали добро пройти 6-месячный курс интенсивной подготовки, где она достойно себя показала, и данная, так скажем, КМБ сделала ее одной из немногих женщин в мире, которые участвовали в этой подготовке. Она уволилась из армии в погоне за ощущением, которое помогает ей ощутить себя живой, а также из-за чувства справедливости и нетерпимости к преступникам, кто причиняет вред невинным людям. Во время службы в армии США Джилл уже пересекалась с будущими членами отряда Старс, такими как Крис Редфилд и Форест Спейер. Она является метким стрелком и прекрасно владеет различным огнестрельным оружием. Можно отметить, что она брала уроки стрельбы у Криса несколько раз в неделю и всегда злилась, когда он не обучал ее как следует. Поэтому Крису приходилось относиться к этому достаточно серьезно. Вдобавок к вышесказанному, Джилл без труда справляется со взломом простых или же не очень сложных замков при помощи отмычки, за что и получила прозвище «Мастера по взлому», что в дальнейшем не раз будет отмечаться другими персонажами, а также использоваться в качестве пасхалки. Забавно, что когда Крис спросил ее, а где она этому научилась, она просто отмахнулась, мол, это секрет. В выходные дни Джилл предпочитает проводить дома. Ее хобби является фортепиано и верховая езда. У нее даже была своя лошадь по кличке Святая. Возможно, по линии матери у Джилл появилось еще одно хобби – ниндзюцу. В массовой культуре это боевое искусство, которое включает в себя искусство шпионажа и методику диверсионной работы в тылу врага. В определенное время по запросу РПД появился заказ на создание нового вооружения для отряда Старс. В детали вдаваться не буду, отмечу только, что 4 модели были модернизированы по просьбе хозяев, согласно их предпочтений и стилю ведения боя. Среди них также и была модель Джилл. Во время операции девушка предпочитает действовать скрытно и не вступать в открытый бой с противником. Именно поэтому такая модификация самурая Игла, как уменьшение размера затворной задержки пистолета, была просто необходима для нее. Благодаря ей Джилл имеет возможность быстро убрать оружие в кобуру, продолжая при этом отступление от врага. Кроме того, эмблема Старс на рукояти пистолета была выкрашена в любимый цвет девушки – светло-голубой. После того, как Джилл вступит в ряды BSAA, ее клинок будет модифицирован и станет называться М9А1.
До этого ее оружие было изготовлено на базе М9-2F. По ранним задумкам ее досье немного отличалось. В 17 лет она должна была закончить Принстонский университет и присоединиться к отряду Старс из-за своих знаний в области биохимии. Хотя насчет этого не совсем точно, и возможно это также входит в основной канон. Ранее Джилл, кстати, в отряде Альфа занимала место медика, и фамилия у нее была Моррисон. С этой инфой поделился Кеничи Ивао. Ему нравилась музыкальная группа The Doors. Солистом там был Джим Моррисон. Изначально Джилл, да, впрочем, как и команда Stars, должны были быть со всякими кибернетическими технологиями. Также, по одной из версий, она должна была пережить авиакатастрофу. В принципе, если покопаться в ранних концептах разных игр, то можно найти интересные детали, костюмы и так далее, которые так и не добрались до релизных версий. В итоге было решено оставить более реалистичный и уникальный наряд для каждого героя. В случае с Джилл, касательно первой части, самое узнаваемое было берет, наплечники и упор на синий цвет. Причиной для присоединения к отряду Старс она объясняла, как уже говорю, что не могла простить преступников, которые угрожают мирному населению. Также часто можно встретить миф касательно ее дня рождения. Мол, это День Святого Валентина или какое-либо другое число. Ну там, День Святого Валентина, Валентайн, ты в общем понял. Настоящий день ее рождения неизвестен и нигде не указывался. Одну версию ее рождения, если память не изменяет, указала Стефани Перри в своих книгах, но каноном они не являются, поэтому сразу отметаем. Другая же, более популярная, которую озвучу выше, касательно Дня Святого Валентина, берет начало задолго до появления в свет первой книги. Возможно, ее выдумали сами фанаты, но на основании внутриигровых данных можно предположить, что ее день рождения находится примерно ближе к концу года. Когда делали ремейк первой части, на замену синему цвету должен был прийти черный. Как сказал Кеничи Ивао, от этого пришлось отказаться, так как результат был слишком сексуален. Также добавил, что сознательно сделал грудь Джилл с лифчиком. Пояс под ее грудью был добавлен позже, чтобы держать ее наплечник и использовать, чтобы показать какое-то особое чувство силы. Ну а также тайно подчеркивать ее грудь. Теперь же перейдем к событиям, с которыми столкнулась сама Джилл. В июле 1998 года в окрестностях Ракун-Сити начали происходить странные убийства, которые продолжались несколько месяцев. Полицейским не удалось найти виновника, и дело было передано отряду Старс, который был разбит на две команды. Первыми отправились бравовцы, с которыми вскоре пропала связь. Спустя сутки отряд Альфа отправляется на их поиски. Благо, сращивать никого не пришлось, так как для того, чтобы обеспечить круглосуточное дежурство, команды Браво и Альфа дежурили посменно и по сигналу всегда были готовы начать работу. В вертолете командир отряда Альфа Альберт Вескер пытается настроить команду на то, что, возможно, им придется столкнуться с чем-то, с чем они еще не сталкивались. Джилл понимает, что Вескер что-то не договаривает, ведь раньше не было такой ситуации, которая была бы им не по плечу. Так или иначе, команда Альфа замечает дым вдалеке и направляется к нему. Источником оказывается вертолет группы Браво с мертвым пилотом внутри. Не успев толком разобраться в ситуации, герои подвергаются атаке церберов и становятся свидетелями смерти еще одного оперативника, которого заживо загрызла стая собак. Джилл, увидев все это, выстреливает все патроны и, замечая, что это не дало нужного эффекта, впадает в ступор, не в силах поверить в происходящее. И если бы не вовремя подоспевший Крис, ее история могла закончиться прямо здесь. Далее, без какой-либо ответной атаки со стороны нашей героини, в панике Джилл и остальные добираются до особняка, так как их пилот Брэд бросил и улетел. В особняке же с Джилл произойдут события, которые надолго оставят отпечаток и изменят ее навсегда. Герой слышит выстрелы и решает разделиться для более продуктивного поиска. Само поместье оказывается не таким уж и безопасным местом, и все эти ужасные монстры, которые ей встретятся здесь, еще долго будут сниться ей в кошмарах. Помимо этого, особняк оснащен всеми возможными ловушками, и, кстати, когда Джилл все же окажется в одной из них, тогда и родится легендарный мем про Джилл Сэндвич. В рассказе я не буду опираться на ветку Джилл или же ветку Криса, так как, по сути, у нас до сих пор нет единой одной рассказанной истории. Но путем додумывания более логичных вариантов можно присвоить тому или иному персонажу те или иные события. Бродя по особняку, Джилл теряет надежду, что из отряда Браво вообще удалось кому-то спастись.
а также узнает, что особняк принадлежит Озвелу Спенсеру, основателю фармацевтической компании Umbrella, и что под ним имеется некая лаборатория, в которой происходили ужасные эксперименты с вирусами и подопытными, а особняк – всего лишь прикрытие. Во время исследования Джилл замечает, что Берри, несмотря на то, что раз за разом выручает ее из передряг, ведет себя странно и явно что-то не договаривает. Особенно ее вводит в шок тот момент, когда он бросает ее в катакомбах фактически на смерть, без веской на то причины. Джилл уже удается выбраться из подземелья, и при следующей встрече с Берри Валентайн впадает в ярость и отбирает у него оружие, начиная задавать наводящие вопросы. Но ответа не успевает получить, так как на них нападает Лиза Тревор. Берри просит вернуть ему ствол, на что Джилл по канону отвечает положительно. А что происходило в этот момент у нее в голове? Неизвестно, разработчики оставили этот выбор игроку, ведь было совсем непонятно, как Берри бы повел себя после битвы. А касательно Джилл, была ли она настолько уверена в нем, что без раздумия дала ему ствол в надежде, что после этого он все объяснит? Или же сомнения все-таки дали свои плоды, и Джилл колебалась? Но, к сожалению, об этом так и не узнаем. После боя диалога не происходит, и герой попадает в лабораторию, где находится тот самый двойной агент, о котором уже говорил ранее встреченный командир отряда Браво Энрико Марини. Им оказывается командир отряда Альфа Альберт Вескер. Тут скрываются планы бывшего начальника и странное поведение Бёртона. Берри угрожали. Мол, если бы он не помог заманить отряд Старс в ловушку, то его семье как минимум бы не поздоровилось, так как Вескер захватил всю его семью. Но на самом деле никого не захватывал, но это уже другая история. Альберт оказывается не только связан с Umbrellой, но и продолжал в ней работать в качестве шпиона. По его же приказам, Вескер привел Старс в особняк, чтобы предотвратить альтернативное участие государственных войск, а также чтобы доказать эффективность БО против подготовленных оперативников. Но помимо всего этого, он также преследовал и личные цели. Несмотря на опасность для семьи, как думает Берри, совесть в нем берет верх, и он спасает в решающий момент Джилл от гибели, принося свои извинения. Благо, наша героиня не истеричная баба и понимает, что Берри был всего лишь марионеткой. Одолев тирана, выживший направляется на вертолетную площадку, дабы подать сигнал о своем местоположении Брэду, который выходил на связь ранее, но герои не могли ему ответить. Тиран не хочет просто так отпускать выживших и дает еще один бой, который сам же не вывозит. Опять же, благодаря Брэду, который скинул 4-зарядную ракетную установку. По одному из интервью сценариста третьей части Масами Уеда можно сказать, что именно Джилл убила тирана. После чего выживший улетает, надеясь, что все наконец закончилось, и одержимый желанием привлечь Umbrella к ответственности. По прибытии Джилл пишет рапорт об особняке и обо всем том, что там происходило. А также, если судить по раннему интро, да и не только по ему, выжившие рассказывают о том, что произошло в поместье, но им никто не верит. Они наваливаются на шефа полиции и требуют начать официальное расследование против Umbrella, аргументируя это тем, что это она приложила руку ко всем трагедиям. Но в итоге доказательств не хватает, да и особняк оказался взорван. Однако не обратить внимания на то, что большая часть оперативников погибла, как граждане, так и полицейские, не могли. Как говорилось ранее, на Джилл это оставило сильный отпечаток, и у нее начинаются сильные проблемы со сном. В одном из интервью упоминалось, что какое-то время выжившие находились в госпитале под осмотром от полученных ран. Правда, каких именно ран, не указывается. Но логично предположить, что своего рода вывихи, ссадины от каких-либо падений и так далее. Ведь в ином случае они были бы заражены. Однако после всех событий, которые Джилл постепенно начинает переживать в своей жизни, когда она оказывается в одиночестве, сначала она нервничает, потом раздражается, а после и вовсе дрожит от страха. 7 августа, спустя примерно 2 недели, Джилл пишет в своем дневнике, что, казалось бы, ее раны смогли зажить. Но стоит ей закрыть глаза, как перед ней снова появляется картина того ужаса, с которым она встретилась лицом к лицу, а также лица погибших товарищей. И делает вывод, что раны оказались намного глубже, чем она думала. 13 августа Джилл отмечает неадекватное поведение Криса по отношению к другим полицейским. Ей даже пришлось один раз вмешаться, но сегодня история не о нем. 15 августа Крис позвонил Джилл среди ночи и попросил зайти к нему. И при встрече он показал ей некие документы, в результате которых они сделали вывод, что кошмар все еще продолжается. Примерно в это время отряд Старс был расформирован.
Хотя и запрос на расследование по делу Амбрео отклонили, герои все равно продолжили копать под нее самостоятельно. Крис отправился в Европу для проведения расследования. Белли же сказала, что присоединится к нему, но после того, как отправит свою семью в Канаду. Джилл же решила избавиться от слежки Амбрео и временно покинула город. И сразу же вернулась после того, как сбросила хвост, так как подозревала, что исследовательский комплекс находится где-то здесь. А после, примерно через месяц, хотела присоединиться к Крису. В своем монологе Джилл отмечает, что спустя 1,5 месяца, в сентябре, люди стали забывать про инцидент, который происходил в горах. После этого один за одним в городе начинают происходить похожие убийства с признаками каннибализма. Можно только представить, какие чувства и эмоции испытали полицейские и обычные граждане, когда они напрямую столкнулись с этой угрозой, проигнорировав предупреждения выживших. Но было слишком поздно. Город медленно, но верно начал превращаться в ад. На момент вступительного ролика мы видим, как полиция обороняет участок от нашествия зомби. Да, в принципе, не только. Хоть Джилл и не была показана в нем, но она также принимала участие в обороне участка, как говорилось в одном из интервью. Возможно, после отправилась искать другое укрытие. Тут-то и начинается знаменитый побег в Валентайн. Во вступительном монологе Джилл прощается со своим домом. По одной из теорий, под домом она подразумевает именно город, а не дом, из которого ее выкидывают взрывом. Споры по поводу, ее это квартира или нет, не утихает до сих пор, и ноги растут из-за ее одеяния, которое не слишком подходит для борьбы с зомби. Одежда объясняется рандомной ситуацией, в которую девушка попала ранее, и, скорее всего, вернуться возможности в свой дом у нее больше не было. А если бы она выбегала из собственной квартиры, то можно предположить, что она бы одела более практичную одежду. А если учесть, что до этого Джилл покидала город из-за слежки, то логично предположить, что вряд ли бы она возвращалась в родные пенаты, так как ее там уже могли также ждать. Можно, конечно, еще подкинуть мысль, мол, она выбегала экстренно и оделась в то, что было под рукой, но это уже на уровне додумывания из разряда «выбери себе понравившуюся теорию». Касательно этого, кстати, есть даже концепт одной из фигурок. Джилл сидит в такой же позе, как в ролике, но из-под кровати выглядывает труп. Возможно, это хозяин квартиры, который спрятался под кровать, обратился и умер. Или кто-то другой, неизвестно. Однако это всего лишь фигурка, и на официальные данные это все не претендует. По раннему интро Джилл должна была просыпаться от кошмара, в котором она совершает самоубийство, но эта идея до релиза не дожила. Борясь за жизнь на знакомых улицах, Джилл встречает Брэда, который выполняет эту задачу менее успешно и делится с героиней информацией касательно некого существа в черном, который преследовал намеренно его, но Викерсу удалось скрыться. Джилл возвращается в полицейский участок, где становится свидетелем смерти этого же Брэда от рук создания, про которого он говорил. Немезис, тип Т, которого отправил Амбрео, чтобы уничтожить пока что единственную угрозу для себя, а именно отряд Старс. Каждую встречу я не буду упоминать, но скажу, что он преуспеет повсюду и всеми силами будет проявлять изобретательность для выполнения своей миссии. Кроме того, Джилл узнает, что для эвакуации мирных жителей корпорация Umbrella высадила в город подразделение UBCS. Однако большая часть их бойцов погибает. Джилл встречает Карлоса Оливейру, одного из уцелевших членов отряда того самого UBCS. Он не подозревает о вине корпорации и помогает Джилл спастись от Немезиса. Вскоре они встречают и других выживших, Николая Зиновьева и Михаила Виктора. Вместе они решают добраться на трамвае до городской часовни, которая является точкой эвакуации. Во время поездки на них нападает Немезис, и раненый Михаил вступает с ним в бой. И в итоге жертвует собой, взорвав себя гранатой, тем самым выкидывая Немезиса за неоплаченный проезд. Джилл начинает винить себя в этом, ведь Немезис охотится именно за ней. И если бы она была бы одна, то, возможно, бы никто не пострадал. Так или иначе, долго рассуждать не получается. Трамвай сходит с рельс, но герой все-таки достигает точки. Карлос теряет надежду на спасение, но Джилл, показывая свой сильный характер, приводит его в чувство, после чего запускает сигнал. Вертолет-то прилетает, но именно сейчас спастись не суждено. Немезис сбивает вертолет, и Джилл ничего не остается, кроме того, как вступить с ним в бой. Хоть ей и удается дать довольно-таки сильный отпор Нему, но тот уже успел заразить ее особым вирусом Т. В результате она теряет сознание. Карлос относит Джилл в безопасное место, но с каждым часом Джилл становится все хуже. Ее мучения и борьба будут длиться еще пару дней.
Один из ее главных страхов был стать зараженным, и он становится явью. Ее одолевали смешанные чувства. Страх и ненависть, горечь поражения и бессилия, потому что она ничего не может сделать. Но Карлосу она этого не показала, вновь проявляя свой характер, а только лишь добавила: «Если заметишь изменения, пристрели меня». Она знала, что инкубационный период у всех разный, но спокойнее от этого не становилась, так как надежды уже не было. Однако, придя в себя, она обнаружила, что Карлос раздобыл антивирус. Джилл заметила, что ей стало легче, и они решают валить с этого города. Карлос рассказывает, что встретил Николая, и тот по какой-то причине подстрелил одного из своих. Но мотивы выяснить не удалось, так как Николай, спасаясь от взрыва гранаты, выпрыгнул в окно, а после заминировал госпиталь. Встреча с Николаем не заставляет себя долго ждать. Героине удается добрести до городского парка. Там она находит небольшой домик охраны, который был секретным штабом для официальных наблюдателей корпорации Umbrella, сотрудников UBCS, посланных в разгар вспышки вируса с тайным приказом собрать данные и боевые качества об БО. И Николай оказался одним из тех наблюдателей. Колян рассказывает Джилл все свои планы, однако после скрывается. Джилл же удается после дойти до заброшенной фабрики, где она встречается с Карлосом, и тот сообщает, что США приняли решение уничтожить город с помощью термобарической бомбы. Во время финального забега Джилл в который раз одолевает все еще живого Немезиса. Тем временем Николаю все же удается опередить выживших и забраться в спасательный вертолет. По ходу он настигает и Джилл, но в ходе диалога решает не убивать ее, аргументируя это тем, что выбраться она не сможет, а он уже получил то, что хотел. Далее Джилл снова встречается с Немезисом, и на этот раз ей удается его прикончить, выстрелив в него из экспериментального рельсотрона, который установили на заводе военные, а после добить из Магнума. Далее Джилл выходит на крышу, где Карлосу удается вызвать помощь. За ними прилетает вертолет, пилотом которого оказывается никто иной, как Берри. Вертолет покидает Ракун-Сити прямо перед уничтожением города. Николай по прилету пишет рапорт о полученных данных и выделяет потенциал Джилл, говоря, если ей удалось каким-нибудь образом спастись из города, и если, не дай бог, она объединится с другими выжившими, то они смогут доставить проблемы Амбрелле. По старому канону Джилл должна была присоединиться к анти-Амбрелле, но такого не произошло, потому что вышел 4-й Резидент в том виде, в котором мы его знаем, но это уже другая история. Также существует ряд эпилогов, в которых засветилась и Джилл, в котором она едет в Европу к Крису, но его не обнаруживает, а только окровавленный нож на полу, что намекает на покушение на Криса. Кстати, забавный момент. Если осмотреть фото в офисе Старс на столе Джилл, то можно увидеть фото якобы ее парня. Но нет, это недавно опровергли в одном из интервью. Хотя длительное время все думали иначе. После разрушения Ракун-Сити, Джилл и Крис продолжили борьбу с Амбреллой. К 2003 году они стали членами частной службы в борьбе с биологическими опасностями. Далее идут события, описанные в манге «Прелюдия к разрушению». В феврале группа получила сообщение о нападениях странных животных возле небольшой деревни на Большом Кавказе, подобные тому, что происходили на окраине Ракун-Сити, а именно, как говорили, некого волка-мутанта. Крис и Джилл прибыли тщательно проверить всю деревню, хотя поначалу Валентайн показала, что здесь явно ничего нет. Вскоре они обнаружили, что она уже стала жертвой вспышки Т-вируса, а также встретили маленькую девочку Анну, которая и поведала, что заражение как раз-таки и произошло от того самого существа. Они пытаются найти еще выживших, и девочка приводит их к деревенскому складу, где сурвы должны были перегруппироваться. Но, как нетрудно догадаться, и там все обратились в зомби. Но героям удается спастись, и почти сразу же перед ними предстает никто иной, как сам Альберт Вескер. Подробностями он не блещет и отправляется по своим делам, в то время как Джилл и Крис разбирается с охотниками, но после все равно настигает его. Из-за взрыва, который устроил Крис, Вескер не может попасть в лабораторию, но ему это и не нужно, ведь Анна вспоминает про свой кулон, который дал ей отец, и отдает его так просто Вескеру. Ее папаня специально отдал его своей дочери, сказав, что этот ключ активации взрывного механизма внутри сейфа, и он поможет тебе выжить, когда появится определенный человек. Хоть наши герои не смогли остановить Вескера до его побега, но они нашли доказательства того, что находящийся поблизости химический завод был базой Амбреллы, и на следующий день
Главные герои манги вместе с остальной частью частной службы по борьбе с биологическими опасностями участвовали в крупномасштабной операции по захвату химического завода и прекращению там производства БО. По прибытии они обнаружили, что БО полностью охватило объект. Жил и Крис привлекли внимание полковника Сергея Владимира, бывшего лидера UBCS, и вскоре столкнулись с бронированным тираном Таос, управляемым компьютером. Таос был успешно уничтожен вопреки ожиданиям полковника Владимира, и объект был захвачен. Однако им не удалось получить доступ к данным Амбреллы, поскольку Вескер уже стер данные с жесткого диска. Тем не менее, Амбрелле пришел окончательный конец, когда Вескер решил передать эти данные правительству США, что привело к банкротству корпорации. Но история биотерактов на этом не заканчивается. Скоро после этого на черном рынке появилось наследие корпорации. В руках террористов и партизан стран с нестабильным политическим режимом это оказалось опаснейшим оружием. Над миром нависла угроза биотерроризма, став глобальной проблемой всего человечества. В 2004 году в качестве мер по предотвращению угрозы было принято решение о создании организации BSAA по борьбе с биотерактами по всему миру. Джилл и Крис также вступает в эту неправительственную организацию и входит в состав первых 11 человек и основателей. Представителем и первым руководителем стал эксперт в области биотеррора Клайв О'Брайен. В том же 2004 году на побережье Средиземного моря в первом акваполисе Террагригии произошел теракт с применением биооружия и новейшего вируса Т-бездна. Ответственным за подавление нападения была организация FBC, развернувшая военно-спасательную операцию в Террагригии. В качестве стороннего наблюдателя выступал BSAA в лице Клайва О'Брайена. И когда ситуация достигла критической точки, было принято решение об уничтожении города с помощью спутниковых систем, несмотря на возражения со стороны BSAA. После уничтожения Акваполиса, FBC официально заявляет о ликвидации группировки Вельтера. Спустя год, неподалеку от развалин Террагригии, на берегу одного из пляжей приморского города были обнаружены туши странных мутантов. Клайв О'Брайен поручает расследование двум агентам – Джилл и Паркеру. Прибыв к месту назначения, напарники исследуют эти туши, и внутри одной из тварей Джилл находит образец вируса Т-бездна. Доложив своему руководителю о находке, агенты получают новое задание – найти Криса и Джессику, которые перестали выходить на связь, и, получив нужные координаты, напарники немедленно выдвигаются на их поиски. Они попадают на огромный круизный лайнер «Королева Зенобия» и начинают его исследовать. Выживших найти не удается, зато получается встретить новый вид БО под названием Узы. Чуть позже герой находит связанный манекен и, приняв его за Криса, попадает в ловушку. Придя в себя и вдоволь побродив по кораблю, герой прибывает на мостик и обнаруживает, что система коммуникации уничтожена. Внезапно неизвестный хватает Джилл, но ей удается вырваться из захвата, меняя ситуацию в свою пользу. И сразу выясняется, что это был бывший коллега Паркеру по FBC Реймонд Вестер. После обмена любезностями Реймонд уходит, так и не дав ответа на вопросы, которые задавал ему Паркер. Наши герои решают связаться со штабом, но связь в рубке неисправна. Поэтому Джилл ищет альтернативный способ выйти на связь с начальством. Внезапно на экране монитора появляется видеозапись, на которой Джек Норман угрожает заразить мировой океан вирусом Т-бездна, наглядно демонстрируя свойства штамма на рыбках из аквариума. Пройдя через немыслимые трудности, героям удается установить связь со штабом, и О'Брайен спешит обрадовать своих подчиненных, сказав им о том, что корабль скоро будет уничтожен при помощи спутниковой системы, что исключает возможность спасательной операции. Тем не менее, воспользовавшись беспилотником и при помощи его сигналов, Джилл Паркеру удается сбить прямой удар по кораблю. Однако выстрел вызывает огромную волну, которая начинает затоплять судно. В это время Крис и Джилл, которые, как оказалось, и не были в опасности, прибывают на Королеву Зеновию и договариваются о встрече с Джилл в казино. Наши напарники прибывают на место встречи первыми и встречают человека в маске, который собирается поведать им всю правду о Террагригии, но не успевает. В него стреляет Джессика. Паркер снимает маску с агента и узнает в нем Реймонда. Он успевает что-то прошептать Паркеру и якобы умирает. Джилл и Крис отправляются в лабораторию, чтобы нейтрализовать вирус. Валентайн начинает обследовать лабу и находит улики против Уэнсдейла, а также вводит себе прототип вакцины. После активации программы по нейтрализации вируса на связь с напарниками выходит сам Морган.
и угрожает уничтожить корабль, так как его шпион сумел активировать систему самоуничтожения. Эвакуируясь с судна, Джилл встречает раненого Паркера, который рассказывает им о предательстве Джессики. Далее Валентайн помогает ему передвигаться до того момента, пока не попадут они на мост, конструкция которого разваливается прямо под ногами у Паркера. Джилл успевает его схватить за руку, Крис пытается помочь, но Паркер все равно падает вниз. Забегая вперед, скажу, что он выжил. Добравшись до вертолета, герой видит огромное существо. И подоспевший на вертолете Кирк сообщает, что эвакуация невозможна, пока они не избавятся от этого монстра. С чем, конечно же, главный герой успешно справляется. Далее они отправляются на затонувший корабль королеву Дидону в поисках видеодоказательства причастности Уэнсдейла. На судне они встречают обезумевшего Джека Нормана, который вводит в себе огромную дозу вируса Т-бездна. Герой вступает с ним в бой и побеждает. Агенты забирают доказательства и транслируют их в штаб BSAA. И в результате этой операции Моргана взяли под стражу. Кстати, перед выходом Revelations 1 в рамках рекламной кампании выходили короткие уроки выживания, в которых Джилл постоянно погибала, и нас советами призывали не повторять ее ошибок. После этого Джилл неоднократно еще участвовал в операциях против биотеррора в Азии, уничтожении лабораторий по производству биологического оружия в Южной Америке и аресты торговцев наркотиками в Европе. Вскоре до BSAA доходит информация о местонахождении Спенсера, и Джилл вместе с Крисом вновь объединяется для его захвата из-за личных мотивов. Добравшись до Спенсера, герой наблюдает его мертвым, и причиной его гибели является никто иной, как Альберт Вескер. Напарники вступают с ним в бой, из которого победителями не выходят. Вескер уже был готов прикончить Криса, но Джилл поддается эмоциям и вместе с Вескером вылетает из окна. BSAA развернули полномасштабную поисковую операцию, которая длилась 3 месяца. Но ни тело Джилл, ни каких-либо личных вещей не было найдено. И тогда, 23 ноября 2006 года, Джилл Валентайн была официально объявлена погибшей. И ее имя было добавлено к списку погибших бойцов на задании. При этом похоронили ее в пустом гробу. Но ее история на этом не заканчивается. Падение, как оказалось, не убило ни ее, ни Вескера. Джилл была тяжело ранена и потеряла сознание, но Альберт спас ее. Он вылечил и поместил в криогенный сон. Он планировал использовать ее в качестве первого подопытного, когда план Уроборос примет окончательную форму. Так он собирался отомстить своим врагам. Удача была на стороне Джилл. Аппарат, контролирующий ее жизнедеятельность, обнаружил странные аномалии. В теле Джилл что-то происходило, и Вескер этим заинтересовался. Внимательный осмотр показал, что в ее теле до сих пор находится мутировавшая форма вируса Т, сохранившаяся со времен заражения в Ракун-Сити. Антивирус, который дал ей Карлос, должен был полностью уничтожить все следы вируса в организме, но вместо этого просто привел его в латентное состояние. Именно из-за этого вируса Джилл стареет медленнее обычного человека по новой информации, но об этом позже. Длительный период криогенного сна каким-то образом пробудил вирус снова. Вскоре после разморозки вирус полностью исчез из организма, но оставил вместо себя нечто иное. Вескер обнаружил в теле Джилл мощные антитела к вирусу. За все годы, которые вирус Т находился в ее теле, ее организм был вынужден создать защитную систему, которую иначе как чудом не назовешь. И это открытие было Вескеру очень на руку. Он предположил, что антитела из организма Джилл могут сделать вирус менее ядовитым, так как люди просто умирали. Он оставил ее в живых чисто как инкубатор для антител. Так Джилл, которая половину своей жизни потратила на борьбу с биоорганическим оружием, невольно стала инструментом разработки его самой ужасной разновидности. После множества исследований и экспериментов, Вескеру наконец довел Уроборос до совершенства. Участие Джилл в этом процессе означало, что на роль подопытной она больше не годилась. Ее организм был наполнен чистыми неизмененными антителами с высокой устойчивостью к вирусу, и Альберт решил, что найдет ей другое применение. Проект создания универсального солдата, который бы беспрекословно выполнял приказы. Вескер решил подчинить себе Джилл с помощью вещества P-30. Но, к его сожалению, у него был один недостаток.
исключительная кратковременность действия. Ведь он и объекты доза P30 очень быстро разлагались и выводились из организма, поэтому требовались очень частые инъекции. Это значительно усложняло применимость такого продукта, как усилитель боевых качеств. Обойти этот недостаток можно было, лишь разместив на теле объекта инъектор, который бы регулярно вводил вещество. Эффект непрерывных инъекций не был изучен, и его-то как раз и планировалось изучить на Джилл. На ее теле было закреплено устройство, которое непрерывно вводило препарат в организм. В этом состоянии, с полностью подавленной волей, она оставалась рабыней Вескера и Экселы долгое время и выполняла их все возможные поручения. В 2009 году, выполняя задания, Крис и Шева добираются до Вескера, но им мешает захватить его некая неизвестная для них личность, которая недолго остается в тени. И через пару минут Вескер демонстрирует живую и здоровую Джилл. Правда, она не узнает Криса и даже не пытается идти на диалог, и атакует бывшего напарника, проявляя немыслимую ловкость, скорость и силу. После недолгого сражения Крису на очень короткий промежуток времени удается достучаться до Джилл. И тут становится известна причина, по которой Джилл ведет себя недружелюбно. Как я уже говорил, у нее на груди находится тот самый инъектор P30. Вескер удаляется для выполнения своего плана, оставляя Джилл разбираться с Крисом. Но ему с помощью провокационных фраз удается достичь нужного эффекта хотя бы на короткий промежуток времени. Да и сама Джилл активно сопротивлялась поступаемому веществу, и раз за разом понемногу все-таки удается снять инъектор. Как признается Джилл, она была в сознании и все понимала, но не могла себя контролировать, за что и просит прощения. Также она высоко оценила новую напарницу Криса и, можно сказать, немного приревновала, так как Шева занимала ее место. А во время того, пока герои пытались снять с нее инъектор, сама она чуть ли не молилась, чтобы ее пристрелили, и не пытались спасти, ведь она была уверена, что в противном случае ей придется убить Криса, чего она так не хотела делать. Джилл отправляет Редфилда за Вескером, а сама же теряет сознание. После этого Валентайн была найдена другим оперативником BSAA, Джошем Стоуном, который отделился от Криса и Шевы, чтобы передать радиосообщение в штаб-квартиру BSAA. И вместе они решили двинуться в сторону Криса и Шевы, дабы помочь им. По пути Джилл связалась с ними и дала наводку на уязвимость Вескера, а после запрыгнули в вертолет напарника, который полетел на выручку, но, к сожалению, сам не выжил. И во время полета Джилл заметила, что с танкера вылетел и разбился бомбардировщик, и направились в его сторону. Успели они как раз вовремя и смогли спасти напарников, после чего Вескер был добит из 2 ракетниц. После возвращения из Африки Джилл была доставлена в лабораторию BSAA для прохождения различных тестов из-за ее обширного воздействия различных экспериментах, проводимых Вескером. Затем она написала Берри Бёртону электронное письмо о том, что ей стало скучно после всех этих тестов, о том, что она хочет вернуться на поле боя после завершения реабилитации, а также дала ему несколько советов, как помириться с Мойрой. И если кого-то волнует вопрос касательно 5-й части, почему Джилл такая бледная, то все банально. Пребывание в криосне нарушило пигментацию волос и кожи. А потеря пигментации – это как раз таки и есть потеря цвета волос и абсолютная бледность кожи. После всех необходимых тестов Джилл снова вернулась в строй, но не без последствий. У нее осталось глубокое чувство вины, которое опять-таки осталось после тех вещей, которые она творила под контролем Паука-инъектора, который касается как заданий, которые поручал ей Вескер, так и то, что она пыталась убить Криса. Все прекрасно понимали, что Джилл не могла себя контролировать, хоть и была в сознании. Ее никто в этом не винил, кроме нее самой. За это она себя так и не простила. Также долгое нахождение под влиянием P30 оставило на ней психологический след. Она начала стараться делать все возможное, чтобы искупить свои поступки, и во многих ситуациях вела себя хоть и смело, но безрассудно. Крис переживал за ее состояние, ведь как никто другой понимал, чем может сулить такой подход к выполнению задания, и даже хотел, чтобы она временно отошла от миссии за то, что ослушалась приказа, и, возможно, даже не в первый раз. Сам Крис когда-то говорил Пирсу: «Как бы ты не был хорош, и как бы тебе не везло с БО, в один момент что-то может пойти не так». В Сан-Франциско были замечены случаи заражения без каких-либо выраженных признаков передачи инфекции.
Собственно, на одном из расследований Джилл и Крис столкнулись с ними. Спустя недолгое время Ребекка сообщает Крису о еще 12 случаях такого же заражения. Она выяснила, что это продвинутый штамм вируса Т, который не передается стандартным путем. При этом видны следы от уколов, что намекает о намеренном заражении. Изучив досье, Ребекка нашла кое-что общее, а именно, что все погибшие были в Алькатрасе. Клэр присоединяется и рассказывает, что она столкнулась с касаткой, в которой также были следы Т-вируса. Недолго думая, герой, изображая туристов, отправляется в Алькатрас, а Ребекка остается, чтобы изготовить вакцины. На месте герой поначалу не наблюдает ничего странного, но позже, казалось бы, из ниоткуда появляются зараженные. Притом обращаются люди, которые не были укушены, и даже не было никаких других характерных признаков заражения. Борясь за свою жизнь и не только, герои невольно разделяются, и Джилл остается одна. Но благо, ненадолго. Вскоре она встретится с Леоном, которого не ожидала здесь увидеть, и, перенеся бой с ликерами, они двигаются дальше. Связаться герои между собой не могут, так как сигнал намеренно глушат. Леон обнаруживает секретный проход, который ведет в оружейный склад, где герои находят миниатюрных дронов. Именно через них и происходит заражение по направлению Плохиша, который недолго остается в тени и предлагает пройти Крису и Клэр, которых схватили и уже внедрили вирус. В одной клетке с Клэр находится еще один человек, в котором Леон узнает Антонио Тейлора, хотя сам он представился другим именем. Он был ведущим инженером в робототехнике, а также продавал секретную информацию в другие страны. Во главе всего оказывается Дилан Блейк, с помощницей Марии. Он раскрывает свои планы. Дилан по-своему видит угрозу в каждом из героев, которых он называет фальшивыми защитниками. Ведь эти компании, на которые работают герои, специально якобы ничего не делают для того, чтобы положить окончательный конец биотеррору, а только наживаются на этом. На примере Леона, который помогает правительству в сокрытии фактов. Криса из BSAA, коррумпированной организацией, принадлежащим тем самым фармацевтическим компаниям, которые пропагандируют войну. И Клэр, благотворительную организацию TerraSafe, которую он высмеивает как ничего не делающую. А также, кстати, Дилан заражает еще и Леона, при этом не тронув Джилл. Как он говорит, он специально сделал так, чтобы она ощутила то же, что и он в свое время. В определенный момент ему пришлось переступить черту и убить своего лучшего друга, и Джилл он поставил примерно в такое же положение. Как ни крути, в какой-то степени она сопереживала Дилану, но сама находилась в растерянности и не знала, что ей делать. Однако пристрелить Дилана она все-таки попыталась, но ей помешала Мария. Леон находит в себе силы, чтобы кинуть светошумную гранату и выиграть время для отступления Джилл. Она же отправляется в оружейную, чтобы предотвратить взлет дронов. И по пути встречает Ребекку, которая специально прибыла с вакциной, так как связаться возможности с героями не было. И благо, вирус нейтрализуется. Дилан, говоря, что хочет искупить свои действия, вкалывает в себе вирус и сливается с акулой, именуемой как Мегалодон, и превращается в огромного монстра. Благо, вся команда успевает к представлению. Одна часть группы начинает отвлекать противника, пока Ребекка и Клэр отправляются останавливать вылет дронов. Монстр оказывается живучее, чем все думают, и выдерживает мало того, что практически залп ракет, так и выстрел из гаусс-пушки. Тем временем Ребекка решает воспользоваться дронами и успешно натравливает их на Дилана, чтобы дестабилизировать его ДНК, а после совместными усилиями уничтожает его. Крис же благодарит и радуется, что Джилл наконец-таки вернулась в строй. Как только Джилл показали в новом мульте, фэндом начал дико возмущаться касательно ее одежды, которая не слишком сильно изменилась со времен ремейки третьей части, да и касательно ее возраста тоже, точнее внешности. Ведь выглядит она здесь довольно-таки молодо. Касательно возраста уже разобрались. Capcom отмазались, что из-за особого Т-вируса, которым она была заражена еще в Ракун-Сити, она начала стареть медленно. Забавно. В пятой части она старела нормально, и ее даже намеренно состарили, чтобы показать, как персонаж изменился. А теперь же некие люди положили на это и просто прикрылись вирусом. Ведь они сами в интервью сказали, что специально не сильно меняли облик Джилл, чтобы другие люди могли сразу ее узнать. Странно, раньше все как-то и без этого справлялись.
В общем, недоверие фанатов растет, и все более чем уверены, что Capcom просто хотели использовать образ Джилл, который более-менее выстрелил в фэндоме. Они пытались оправдаться, что образ создали с нуля и добавили в него элементы с третьей части, но не проканало. Хоть и костюм действительно далеко не полностью идентичный, но попахивает халтуры. Хочу также отметить, что никакой любовной линии между Крисом и Джилл официально нет. Они просто состоят в хороших дружеских отношениях и очень ценят эту дружбу. Хотя многие с этим не согласятся. Ремейк встречает нас последствиями, которые дают о себе знать после событий в особняке. Джилл также снятся кошмары, в которых она обращается в зомби. Ведь здесь, в отличие от оригинала, она не уверена в том, что ей не удалось заразиться, так как считает, что это может быть просто долгий инкубационный период. Во сне, которым демонстрирует нам игра, Валентайн заканчивает жизнь самоубийством. Это же хотели использовать еще в оригинале, но, как обычно, отказались. Здесь же точно понятно, что Джилл находится в своей квартире, которая постоянно опять-таки находится под наблюдением со стороны недоброжелателей. Ведь Джилл отстранили от расследования за то, что она пыталась копать под Umbrella самостоятельно. Как уже сказал выше, у нее сильные проблемы со сном, и она вынуждена сидеть на таблетках разного калибра. Но при этом она все равно не теряла надежды привлечь Umbrella к ответственности и через несколько дней собиралась покинуть город. Ее домашний арест нарушил Немезис, о котором чуть раньше пытался предупредить ее Викерос. Джилл удается выскочить из дома, где она пересекается с Брэдом, который недолго составляет ей компанию и оказывается заражен. Джилл четко понимает, что теперь с ним будет, но поддается эмоциям и не хочет бросать его, пока тот не выгоняет ее, можно сказать, пинками. Немезис опять предлагает погонять в догонялки, но в этот раз спасителем является Карлос. Он отводит Джилл в метро и знакомит с другими членами команды UBCS. Собственно, на метро товарищи и пытаются свалить, и Джилл помогает им подать питание и построить маршрут. Но на поезд заваливается Немезис, и в результате заварушки все погибают, кроме Джилл и Николая, который сбежал ранее, тем самым бросив друзей, но не потому что очканул. Джилл прибывает к ратуше Святого Михаила, и там дает бой Немезису, который уже перешел в другую свою форму, но тот также успевает заразить ее, и Карлос относит в госпиталь, но и там же также успешно вкалывает ей вакцину. Придя в себя, Джилл узнает, что город решили уничтожить. Карлос же отправился в лабораторию добыть остатки вакцины, а Тайлер тем временем пытается связаться с какой-нибудь шишкой, чтобы отсрочить уничтожение города, и у него это успешно получается. Конечно, при том условии, если герой сумеет раздобыть вакцину до запуска ракеты. Но компанию временный напарник составляет недолго и погибает от рук Немезиса. Джилл же успешно синтезирует вакцину, но спокойно жить мешает Николай, который стравливает Джилл с Немезисом, которого она при помощи Карлоса побеждает, и не один раз, и отправляется вдогонку за Коляном. Карлос ушел уже за ним раньше, но в соло бой не тащит. Благо Джилл находит в себе силы, чтобы выстрелить в Коляна, и оставляет в итоге того на смерть, покидая город перед прилетом ракеты. Но, к сожалению, с пустыми руками, так как Колька уничтожил вакцину. Джилл же, как сама говорит, намерена поиграть в детектива и все-таки докопаться до истины. Следующая игра, в которой появилась наша героиня, это Resident Evil Операция Raccoon City, которая не является каноном и происходит со слов «А что если?». Джилл появляется в компании при игре за Эхо 6. Впервые мы ее встречаем, когда она пытается спастись от Немезиса, в чем команда спецназа ей успешно помогает. В следующий раз около часовни Святого Михаила, где Немезис, как в оригинале, сбивает вертолет. Джилл же сразу же здесь находится с Карлосом, и ее также заражает. И Оливейра относит ее в безопасное место. Вдобавок, она также является играбельным персонажем в мультиплеере. Есть еще несколько онлайн-проектов, где появляется наша героиня в качестве играбельного персонажа. Это дрочильня Area-Verse, чисто PvP, и Resident Evil Resistance. Она начала видеть сны о некой группе людей, которая пытается выжить, невольно участвуя в экспериментах, а позже понимает, что все эти кошмары более чем реальные.
Не указывается, однако, была ли она похищена или просто пришла на выручку. Но если учесть, как таймер и вирус действует на сурвов, то можно предположить, что она также заражена. Также она появляется в Mercenaries 3DS, как играбельный персонаж. Также и не обошлось без экранизации фильма, в котором появляется виновница нашего видео. Роль ее сыграла британская актриса Сиена Гиллари. Первый фильм с ее участием вышел в 2004 году и паразитирует над событиями третьей части. Сиена была выбрана из списка 6 или 7 актрис Торонто. Этот персонаж был несколько противоречивым во время подготовки к съемкам, поскольку Миками был против появления главных героев из игр в фильмах, опасаясь, что их могут показать как-то не так. Сама Сиена не была знакома с играми и, как сообщает, изучала персонажа, наблюдая за прохождением Resident Evil 3 Nemesis. Мила Йовович предложила добавить строчку, объясняющую, что Raccoon City переживает неожиданную волну жары, как оправдание тому, что актерам нужно носить менее стеснительную одежду или же более откровенную. Это было поддержано производственной группой, так как это дало повод Сиене носить топ и мини-юбку в качестве ссылки на игру. Раньше они также рассматривали такую же одежду, но отказались от этой идеи, так как не нашли никакого объяснения. Одежда Сиены ограничивала ее движение в сценах боевых искусств, что привело к тому, что хореографы поединков дали ей больше возможностей для нанесения ударов руками и оружием. После выхода фильма Сиену просили повторить ее роль в еще одном, но она отказалась из-за занятости в другом проекте. Хотя в третьей части по книге Джилл также присутствовала, чего явно не скажешь о фильме. Сиена также кратко повторила свою роль в сцене после титров 2010 года «Обитель зла. Жизнь после смерти». И ее последнее появление во франшизе было в фильме 2012 года, где она сыграла Джилл под контролем Паука-инъектора. Самой Сиене понравилось играть Джилл. Как она говорила, это круто сыграть кого-то крутого, кем ты никогда не сможешь стать в жизни. Она считает Джилл невероятно привлекательной и сексуальной, или же маленькой девчушкой и шауньей. За акцент она взяла позу Джилл из оригинала третьей части. При долгом бездействии Джилл начинает покачиваться, и она трактовала это как некий посыл. «Эй, ты не хочешь поиграть со мной?» А также считает, что по жизни она такая же упрямая, как и Джилл. К роли своей героини ей приходилось готовиться с личным тренером по часу, каждый день бегать также по часу. Изучать боевые искусства с нуля ей не пришлось, а только лишь отточить их, а также владение оружием, да и к тому же нарастить некую мышечную массу. Характер персонажа отличается от игрового. Ей изменили историю. Сама Джилл также служит в отряде Старс и имеет множество наград, в основном за меткую стрельбу. Джилл не участвовала в инциденте, который произошел в особняке, но встретила зараженных в Арклейских горах, где погиб ее напарник. По прибытии она также попыталась всем рассказать, но ее посчитали сумасшедшей и отстранили от службы. Некоторые полицейские вдобавок также не верили, что такая красивая женщина могла попасть в Старс сама, и предполагали, что она переспала с кем-то за такую должность. В фильме она обзавелась вредной привычкой, такой как курение. Ее хобби – игра в бильярд. В более юном возрасте она часто ошивалась в одном баре, играя с мужиками на деньги. Но после того, как попала в Старс, занимается теперь этим только дома и чисто для того, чтобы расслабиться. Она имеет свой особняк, подаренный отцом, и энное количество денег, а также умеет водить машину и даже имеет ярко-красный Порше, но при этом не привязывается к вещам и легко от них отказывается. Отец у нее относился к английской церкви, а мать – к иудейской. Сама же она себя описывает как безразличного агностика. Поэтому, когда закуривает сигарету в церкви, ей приходит мысль в голову, что она оскверняет святое место, но она быстро прогоняет эти мысли из головы. Может, немного грубо сказано, но для достижения цели использует ложь, при этом не испытывая стыда за это. В определенные моменты она хотела бросить остальных выживших, когда по сюжету они искали Энджи в школе. Если ей не по душе человек, она может выдохнуть в лицо ему сигаретный дым, а если при этом удастся его задеть, то будет улыбаться. Она без колебаний убивает человека, который был укушен, даже если он не успел обратиться. Она бросает своих знакомых полицейских на смерть, когда по рации те просят помощи, аргументируя это тем, что они считали меня сумасшедшей, вот и пускай жрут свои плоды.
как и весь город. Но как дело касается ее близких, например, когда Элис наводит оружие на ее напарника, Джилл отвечает тем же и говорит, что когда придет время, я сама это сделаю. Но когда время приходит, она делает это все с очень большим трудом. Когда она встречает Элис, то подмечает ее способностями, которыми Джилл не владеет, а также ее фигуру. И говорит, если так пойдет дальше, у нее может развиться комплекс неполноценности. Изначально ее одежда объяснялась тем, что в городе все произошло неожиданно, но после, если судить по книге, то она намеренно одевает эту одежду, мол, очень жарко, как говорил выше. А когда дело доходит до обуви, выбирает высокие сапоги, оправдывая это силой удара. Когда же Элис спрашивает, у тебя были другие планы на эту ночь? Она отвечает, я всегда так одеваюсь. По сюжету Джилл также хочет выбраться из города. Здесь также присутствует Немезис, но противостояние между ними мы не увидим. Хотя давайте кратко пробежимся по фильму. Как я уже говорил, Джилл столкнулась в лесах с теми самыми монстрами, и в результате боя погиб ее напарник, а сама она еле спаслась. Она поняла, что в этом была замешана Амбрелла и пыталась рассказать об этом, ведь считала, что ее заслуги и ранг способны на что-то повлиять. Но в итоге ее слова сочли за бред и отстранили от службы. Вскоре город охватил хаос, а сама Джилл пытается выбраться из города. Но сделать это не получается, так как были установлены ворота, через которые если и пропускали, то только тех, кто точно не был заражен. Однако инфекция достигла и этого места, и Джилл приходится искать другой путь. Здесь она встретила своего друга, Пейтона, который был, наверное, единственный, кто не считал ее сумасшедшей. Однако во время тусовки около ворот он оказался укушен. Джилл прекрасно понимала, к чему это приведет, но действовать кардинальным образом не стала. Также они встретили репортершу, с которой совместно будут пытаться выживать. А та, в свою очередь, будет записывать все, что можно, на камеру. Они добираются до церкви, где решают перевести дух, но сталкиваются с еще более злобным существом. Из этой ситуации их спасает девушка по имени Элис, которая далеко не раз будет демонстрировать нечеловеческие способности, и, как признается после, с ней что-то сделала Амбрелла. С ними на связь выходит Чарльз Эшвард. Он был одним из людей, ответственных за создание Т-вируса, хоть он и создал его чисто из медицинских целей, и сказал, что он поможет им выбраться из города, но взамен они должны будут найти и спасти его дочку Анжелу, которая сейчас находится где-то в школе. Также и Элис подливает масло в огонь, говоря, что Амбрелла знала, что сдержать инфекцию не получится, и город скоро будет уничтожен. Герои отправляются на поиски дочери и натыкаются на Немезиса, который был отправлен для того, чтобы уничтожить живых оперативников Старс, а после еще выследить и уничтожить Элис. Он убивает друга Джилл, а сама же Элис вступает с ним в бой, выигрывая время для отхода Джилл. Добравшись до школы, место, где должна прятаться Анжела, герои разделяются для скорости поиска. По пути, кстати, они встретили еще одного выжившего Элджея, которого Джилл уже видел ранее в участке. Репортерша погибает, а Джилл же забирает ее камеру, чтобы в будущем она могла использовать это как доказательство происходящего. Валентайн таки находит Анжелу, и при помощи Элис, а также еще других оперативников Амбреллы, включая Карлоса, им удается выбраться живыми из школы. Герои смогли добраться до вертолета, но они попадают в засаду, из которой все равно выбираются, хоть и не без проблем и потерь. Однако слишком далеко улететь не получается, так как вертолет терпит крушение от взрывной волны. Герои посчитали Элис мертвой и покинули место падения вертолета. Позже Джилл записывает на камеру результаты уничтожения города и клянется отомстить Амбрелле. Данные были обнародованы в прессе, но их посчитали ложными, а сама Джилл и остальные были объявлены на поиски ФБР. Они узнают, что Элис жива, и забирает ее из лаборатории Амбреллы. Далее идут события третьей части фильма, но все, кто смотрел, прекрасно знают, что Джилл в фильме не фигурировала. Дело в том, что Сиене предлагали роль в третьей части, но она была занята в другом проекте, и поэтому ее заменили на Клэр. Забавно, что в книге по фильму, как уже говорил, есть и Джилл, и Клэр. И это было прямое указание кинокомпании. Они хотели включить Джилл в фильм, но Сиена Гиллари была недоступна, поэтому они переписали ее роль для Клэр. Тем не менее, все хотели, чтобы персонаж был доступен для будущих фильмов. Поэтому автора книг попросили придумать ей побочный сюжет, который объяснял бы, где она находилась во времена событий этого фильма. Так как герои были объявлены в поиск ФБР,
Джилл и остальным пришлось бежать в другой штат. Им удалось выложить в свободный доступ интернета те самые съемки из города Ракон, так как то, что показывали по телевизору, было оцензурено. Также они узнают, что в Сан-Франциско тоже случилась вспышка вируса Т. Герой понимает, что, используя это, они могут вывести на чистую воду Амбреллы. Джилл отправляется за едой, и в это время ей на хвост падает 3 незнакомцев. Ей удается скрыться от них в том же мотеле и предупредить остальных, чтобы они успели сбежать. А сама же остается для того, чтобы дать показания, и тем самым выиграть время для остальных. Ее допрашивают агенты ФБР, а после же присоединяется еще и 3-й человек, который в результате предлагает ей помочь разобраться с ситуацией, которая происходит в Сан-Франциско, ведь опыта у нее гораздо больше, чем у них. Кирби Джонсон был заместителем директора Федерального бюро расследований. Он был одним из немногих людей, которых не купила Амбрелла, и он согласился с утверждением Валентайн о том, что Амбрелла была причастна к глобальной пандемии Т-вируса. Позже в Балтиморе Джилл организовывает и возглавляет группу выживших, подобно той, что была у Клэр в фильме. И при этом ничего толком не знает о тех, кто выжил с ней в Ракун-Сити. Поэтому скажу, что Джилл удалось спастись, и далее идет паразитирование над образом из 5-й части, и теперь она находится под контролем Амбреллы. Она в составе отряда вышеупомянутой компании нападает на корабль, на котором находилась Элис, Клэр, Крис и еще большое количество выживших. Элис попадает в плен, и Джилл пытается выяснить у нее, на кого она работает, но безрезультатно. Это продолжается до тех пор, пока на базу не проникает Ада Вонг и отряд Леона, которые должны были помимо уничтожения комплекса спасти Элис. Джилл с переменным успехом начинает преследование и в итоге зажимает в угол своей цели. Джилл вступает в бой с Элис, которую та же не вывозит, так как паук-инъектор определяет все возможные действия противника. Но забыл сказать, как в игре она также не может контролировать свою волю. Однако его удается снять, и герой решает отправиться в Белый дом к Вескеру, который якобы собрал последние остатки человечества, которые готовы дать последний бой. Во время сражения Джилл понимает, что Вескер их обманул, и тот проткнул ей левый глаз своим щупальцем, а после Валентайн была поглощена огромной субстанцией и погибла. На этом покорение больших экранов нашей героини не заканчивается, так как в 2021 году вышел фильм «Обитель зла» под названием «Добро пожаловать в Ракун-Сити». В данном фильме ее сыграла Ханна Доминик, Джон Кеймен. Она также находится в отряде Старс Альфа и, как в первой части, будет слоняться с командой по особняку Спенсера. В определенный момент героев привлекают к расследованию по пропаже группы Браво в Арклейских горах, хотя буквально недавно они их видели в закусочной живыми и невредимыми. Они находят их разбитую машину и добираются до особняка, где, дабы ускорить поиски, разделяются, и каждый сталкивается с зомбарями. Во время похождения Джилл подозревает, что Вескер ей что-то не договаривает, и, находясь в особняке первый раз, знает некие тайные проходы. Открыв один из таких, он дает понять, что с ним пару месяцев назад связались некие люди и предложили ему узнать, чем занимается Амбрелла, в обмен на энную сумму денег. Джилл пытается его отговорить, давя на то, что им нужно отправляться и пытаться найти и спасти остальных членов отряда, ведь они же его друзья. А пилот Брэд, тем не менее, уже погиб. Но он не слушает ее, и Джилл сочла это за предательство. Позже, воссоединившись с Крисом, они догоняют Вескера, и Джилл замечает, что ее бойфренд целится в ребенка и решает сделать выстрел первый. После чего же Вескер признает, что облажался, и сообщает, что город будет уничтожен в 6 утра. Всей толпой герои прыгают в поезд и, уничтожив Биркина, укатывают из города. Джилл появляется в книгах Стефани Перри. Напомню, эти книги не канон. В этой вселенной Джилл живет в пригороде, маленьком уютном доме. Она также водит машину, как и в фильме. Ее отец, Дик Валентайн, был вором, а она была его сообщницей и протеже. Собственно, отсюда и появились ее навыки по взлому замков. В Старс же ее потенциал сочли полезным и не спрашивали, откуда она этому научилась. В отличие от оригинала, она долго сомневалась, нужно ли ей было вообще идти в Старс, оборачиваясь на свое прошлое. У нее были хорошие рекомендации с прошлых мест работы, где ее описывали как высокоинтеллектуальную и необычайно хладнокровную, но когда она пришла в Старс, поначалу она всем показалась стервой. Джилл не является педантом и опаздывает на важные переговоры, при этом злясь на себя за то, что не подготовилась к ним заранее. И когда она выдвигает какие-либо теории по делу, то боится, что их могут разнести в пух и прах, и при этом еще и посмеяться.
Сама Джилл увлекается чтением книг, и в основном криминальных, основанных на реальных событиях. В ее шкафчиках лежат зубная щетка, зубная нить, мята и шляпки. Как сама она отвечает, если кто-то это увидит, то могут подумать, что она просто помешана на зубах. Боится пауков. Цитирую. «Я могу убить зомби, но покажи мне паука, и я сойду с ума». Она научилась наслаждаться чувством опасности при воровстве, когда ее жизнь зависит только от ее сообразительности. Это чувство помогает осознать, что она еще жива. Она лишилась этого самого чувства в Старс, но когда лицом к лицу она встретилась со смертью в особняке, то вновь его ощутила. По книге одежда объяснялась не защитой, а простотой движения. Одежда плотно облегала тело и была как вторая кожа. В книге, кстати, в отличие от игры, можно подметить, что Крис не безразличен Джилл. Впрочем, как и она ему. В определенный момент Джилл говорит, что за последнее время они сблизились с Крисом, и ей казалось, что он хочет стать еще ближе. Впрочем, как и она. Джилл является героиней нескольких комиксов, правда, выделить можно только несколько. В одном у нее немного другая расцветка костюма, а в другом Немезис изначально ходит с двумя глазами, а один из них Джилл выкалывает ему ножом. Также, когда она была заражена, ей снились кошмары об особняке, и казалось, что Карлос постоянно ее домогается. Немного Джилл есть в бухте Калибан, которая не является каноном, а также в деревне Маккоба, которая также не является каноном, особенно если учесть, что Джилл там кусает и события происходят перед первой частью. После событий в особняке ей очень часто начали сниться кошмары, и чаще всего там она погибала от рук каких-либо существ. Она стала хранить оружие прямо у себя под подушкой, и это у нее вошло в привычку. Она частенько стала говорить сама с собой, и ей казалось, что рано или поздно это доведет ее до сумасшествия. С момента событий в особняке прошло 6 дней, и выжившим также никто не поверил об их рассказах, и при этом также отстранили от службы. А город начал погружаться в ад, и спустя время даже выстрелы она перестала слушать. Она фактически стучалась чуть ли не в каждую дверь в поисках каких-нибудь выживших, и те, кого она находила, отправляла в школу, которая была своеобразно забаррикадированным безопасным местом. Но однажды, вернувшись туда, она обнаружила всех мертвыми. Одета она была так же, как в игре, и, как она говорила, для простоты движения, ведь данная одежда была как вторая кожа. Во время первой встречи с Немезисом она не вступила героически в бой, а после смерти Брэда в панике унеслась в участок. Понимая, что до Брэда он добрался, теперь же он будет преследовать и ее. И, кстати, да, помимо собственных игр, Джилл очень часто была гостевым персонажем и появляется в таких играх, как Marvel против Capcom, Project Zone, DBD, Tekken и еще много других игр, в которые я не играл. Кстати, в Project Zone Джилл подмечает, что кто добровольно перекрасится в блондинку. Теперь хочу добавить пару слов про актрис, игравших Джилл, а также про актрис озвучки. Начнем с оригинального Резидента. Голос в оригинальной части Реза подарила канадская актриса Уна Каванна. Ее часто путают с другой ирландской актрисой с таким же именем. Но насчет нее, к сожалению, неизвестно толком ничего, кроме того, что она родом из Канады. Что же касается актрисы, которая снялась для видеороликов, как описывает ее девушка, которая играла Ребекку: «Я помню девушку модельной внешности с классным телом». Джилл сыграла девушку по имени Инес. Фамилия, к сожалению, неизвестна. На тот момент она была студентка, и большого опыта в данной сфере у нее не было. Миками не нравилась ее игра, и в одном из интервью он сказал, что у него не хватает ни денег, ни времени на профессиональных актеров. Поэтому им пришлось искать людей, похожих внешностью с персонажами игры. Хейди Андерсон озвучила Джилл в ремейке первой части. Кэтрин Дишер озвучила Джилл в оригинале третьей части. Патрисия Джоли – корейско-американская актриса, актриса озвучки и актриса захвата движений. И модель, которая предоставила голос Джилл в Resident Evil Хроники Umbrella, Resident Evil 5 и Mercenaries 3DS, а также выполнила захват движения для персонажа. Мишель Рафф озвучила Джилл в Operation Raccoon City, Revelations 1-2 часть, а также зачитывала дневник Джилл. Николь Томпкинс подарила голос Джилл в ремейке третьей части и Dead Island.
Есть, конечно, еще куча актрис, которые озвучивали Джилл в других проектах, не связанных с Резом, или каких-то там игровых автоматах, но о них я говорить не буду. Теперь поговорим о девушках, которые давали свое лицо Джилл в тех или иных частях. Амра Силайджевич Джека. Теперь вы знаете, как ее зовут. Это именно та девушка, модель и актриса, которая подарила Джилл свое лицо в Revelations 1 и 2 части, а также операция Raccoon City. Но самое знаменитое лицо Джилл, которое многие называют золотым лицом, подарила канадская актриса и модель Джулия Вотт. Она очень ценит фэнов Реза и регулярно радует поклонников фотосессиями и появлениями на фестивале в образе оперативника Старс. До первого фотосета поклонники много раз просили сделать ее фото в образе Джилл, но сделала она это только после того, как опять-таки поклонник подарил ей берет, сделанный на заказ. Сама геймером не является, но в 2015 году впервые прошла ремастер ремейка первой части. Ее внешность использовалась в таких играх, как ремейк первой части, промо-арта Deadly Silence, Хроники Амбреллы, 5-й Резидент и игровые автоматы. В 2011 году, к сожалению, Capcom отказались от лица Джулии. Причины неизвестны и по сей день, а на вопрос о возможном иссечении контракта Джулия отвечает, что ничего подобного не было и она не в курсе. Летает слух, что некоторые поклонники сами виноваты в смене актрисы, ведь образ Джилл в 5-й части был подвергнут критике. И дело даже не в цвете волос или кожи, а именно в размере носа, который стал немного больше. Тем самым Capcom хотели показать, что персонаж становится старше. Но в итоге же Кэпки как-то сами странно отреагировали на эту критику и решили сменить актрису, хотя, возможно, есть и другие причины. Однако в самом первом трейлере Ревы можно заметить, что Джилл еще носит лицо Джулии, а также на самых ранних скринах Mercenaries 3DS. В 2019 году стало известно, что на выход готовится ремейк третьей части, и Джилл обзаведется новым лицом. К большому удивлению, новым лицом Джилл стала российская модель Александра Зотова. На роль виртуальной модели нашу барышню пригласила сама Capcom. Как говорила Саша, работа над сканированием ее лица шла в обстановке повышенной секретности. Она даже не знала, кого и в какой игре она будет играть. Помимо данной игры, лицо Саши можно увидеть в игре Resident Evil Resistance. Именно здесь фэндом и разделился на два лагеря. Одним нравилось новое лицо Джилл, другие же настаивали на возвращении Джулии. Сама же Александра не играла ни в одну часть Резидента до этого и только после выхода игры ушла в стримы. Джилл как персонаж собрала уйму наград, такие как занесение в Книгу рекордов Гиннесса, признание ведущих героев франшизы, а также талисман игровой индустрии и многое другое. Была признана как сильная и привлекательная личность, хотя и в будущем некоторые откровенные наряды будут критиковаться. Ее очень тепло приняли, и ее персонаж пошел во все тяжкие и дико популярен среди косплееров разного калибра. Джилл Валентайн. Это имя знает каждый старый фанат Резидента. Количество собранных наград говорит о том, насколько персонаж получился удачным. Спасибо, друзья, всем, кто досмотрел ролик до конца. Не забываем отблагодарить лайком или дизом, что я заслужил по вашему мнению. А также напишите комментарии, как вы относитесь к Джилл Валентайн. И увидимся!